Снова здравствуйте, дорогие зрители, у нас опять карта Демираж и снова пистолетный раунд. Ну, в принципе, этот раунд можно и на пистолетах использовать, это фейковый раунд. Помните, я рассказывал вам про выход, точнее, палево бомбы на А-пленте, выход на Б-плент. Тут, в принципе, где-то раунд похож. Один человек остается у нас на коврах, один человек остается на яме или не остается тут по желанию. И, соответственно, небольшой холд, контроль карты. Один на центре, три под Б. Главное, чтобы у всех были декои. Дальше, в какой-то момент, когда вы понимаете, что игроки защиты там использовали какие-то гранаты, игроки защиты сфокусировались, возможно, на центре, вы начинаете накидывать баночки непосредственно на точку Б. Стандартные гранаты, флешки на белый фургон и, что самое главное, много-много декоев. Декои, соответственно, сделают, ну, точнее, сфокусируют внимание игроков защиты на точке Б. И здесь-то одному из вас нужно будет бежать просто на Б смертником, так называемым, выпадать, возможно, под флешки своих тиммейтов и, ну, хотя бы, опять же, стараться убрать одного из оппонентов. Если это удалось, тогда, в этот момент, когда ваш тиммейт уже выпрыгнул, 2 или 3 человека бежит через подвал и заходит через коннектор на А-плент. Ну, лучше всего вдвоем. Лучше всего вдвоем это сделать. Один человек может быть на центре, и он к ним присоединится вот из этой области. Он постарается следить зигзаг, он постарается им все прикрыть. Дальше на взаимном прикрытии 3 человека заходят через коннектор, один прикрывает вот таким вот образом спину, 2 человека выходят на хелпу, ну и один из этих людей выходит через ковры или через яму. Лучше, наверное, через ковры, потому что отсюда можно отстрелить между, можно отстрелить борт, можно кинуть какую-нибудь гранату под ковры. Опять же, если это бай, если это пистолетный раунд, тогда можно выходить с первым армором. Ну и опять же, наверное, в пистолетном раунде ковры просто. Ну, вообще ковры всегда лучше выходить, потому что, не дай бог, игрок защиты зайдет в эти ковры. Это самое тяжелое. То есть, если он заходит в ковры, если он прочекал, он здесь просто может остаться и отсюда натворить делов. То есть, отсюда натворить делов игроку защиты намного проще, чем из ямы, будь он прорашил яму и там остался. Потому что яму проще, согласитесь, законтролить, чем ковры, потому что ковры, ну, буквально вот такую маленькую щель можно наносить много дэмэджа и быть очень полезным, в отличие от той же ямы, где ты, ну, тоже можешь, конечно, быть полезным, но отсюда выйти тяжело, особенно если ты ее будешь контролить. Ну, многие скажут, ковры тоже можно законтролить. Ну, опять же, можно потестить. Можно потестить выход из ямы, можно выход из ковров потестить и так далее. Но суть в чем? Суть в том, что накидать много декоев, накидать стандартные какие-то гранаты, смог, например, на зиг, в частности, и одну флешку, выйти одному на Б, сделать по желанию, по возможности килл, и, соответственно, остальным ребятам выйти на плент А. И вас здесь будет встречать, поверьте, ну, наверное, один на дельпане и, возможно, одна крыска. Или одна крыска и никого на дельпане. То есть, в основном, концентрация сил будет на библиотеке и на Б. То есть, два библия. Или один зиг, один белый где-то на заднем, один библия, один в стяжке на окне, перетягивающийся вот сюда, и один где-то на или на дельпане. То есть, такой фейк тоже сработает. Опять же, главное, чтобы все понимали, что они делают, чтобы синхронно заходили на точки и прикрывали друг другу спину. Я надеюсь, что данный гайд вам понравился. Ставьте пальчики вверх. С вами был Арсений Сеня Треноженко.